Сейчас мы поужинаем, а потом поедем рожать. Ждала, что кто-нибудь мне будет говорить, тушься. А она в порядке? Он говорит, да, она просто немного не очень себя чувствует. Всем привет! В кадре мама 4 Симона. Я мама 4 девочек, включая двойняшек, и я рожала 3 раза в Англии, и каждый раз по-разному. В этом видео я расскажу о своем опыте гипнородов и родов в воде. Итак, мои первые роды происходили во время разгара ковида. У меня отошли воды с утра. Я жарила блинчики. А я не поняла, что отошли воды. Я подумала, воды и воды. Буду дальше жарить блинчики, потому что как же у меня будут выходные, завтрак без блинчиков, это не вариант, поэтому я продолжала жарить блинчики. И тут вдруг еще больше воды вышло. И тогда я подумала, дорогой муж, по-моему, я рожаю, давай звонить в NHS нашим акушеркам и говорить, что, по-моему, я рожаю. Они мне сказали, скорее всего, нет. Потом у меня что-то начались какие-то схватки. Я опять позвонила, говорю, по-моему, все-таки я рожаю. Говорят, скорее всего, нет. Ладно, приезжай к нам. Я говорю, я беру свой чемодан. Да нет, скорее всего, ты поедешь домой. Хорошо, я взяла свой чемодан, потому что я приехала, и сразу же начался процесс. Это был мой первый опыт. Я как-то надеялась, что, по крайней мере, во время родов появится доктор и скажет, так, теперь тушься. Я насмотрелась там фильмов, тушься, давай, да. В общем, я ждала, что кто-нибудь мне будет говорить, тушься. Этого не произошло. Пришли 2 милые девочки, которые были молоденькие, у них самих, я думаю, еще детей нет, вообще понятия о том, что на самом деле такое роды, они не знают, но они акушерки, очень тактичные, такие замечательные, они только периодически говорили, oh, bless you, ой, благослови тебя Господь, oh, you're doing great, у тебя замечательно получается, давай. Они сели вот так вот в уголочек, там где-то сидели тихонечко, и я, собственно говоря, сама разбиралась с тем, как рожать вообще. Но благо мне помогли хорошие умные книжки. Я к тому моменту решила, что я хочу все натурально, я не хочу никаких обезболивающих, во-первых, потому что для детей не хочу никакой негативной реакции, во-вторых, хочу сама ощутить, что это такое. И вообще пройти этот процесс, это что-то для меня невероятное, особенно первый опыт, вообще понять, что твой организм, я вот дожила до 30 с чем-то лет, и понятия не имела, что в моем организме была заложена такая функция, что в твоем теле зарождается новая жизнь внутри. Это потрясающе. И в один день эта жизнь, она выйдет из тебя. Это просто какой-то переворот сознания в целом. Это подводка к тому, что я увлеклась супернатуральными родами, или здесь их называют гипнороды. Я не знаю, почему гипно, ты сам себя гипнотизируешь, что... Но на самом деле я себя никак не гипнотизировала, просто я настраивалась так, что это естественно. Да, я сама говорила с собой, со своим телом, познавала его и чувствовала его так, что сама поняла, как это должно происходить. В какой-то момент, когда только все началось, я не очень понимала, что мне нужно делать, и медсестры говорили, давай вот сейчас, давай тушься. Тужилась, и поскольку когда я их слушала, и все пошло не так, вот в этот момент у меня появились, как называется, tears. Ой, я как из того мема. Смотря какой фабрик, смотря сколько details. В общем, ранения боевые у меня появились в этот момент, то есть мне не нужно было слушать этих акушерок, мне нужно было слушать свое тело. И вот когда я поняла, что такое схватки и в какой момент мне нужно тужиться, для меня схватки это было как волна. Я понимала, что это приходит волна и уходит, приходит и уходит. И, в общем, я чем занималась? Я выталкивала ребенка не криками, не чем-то еще, а именно дыханием. То есть роды были натуральные, гипнороды, если хотите, называйте их, через дыхание. Я за все роды не издала ни одного звука, то есть у меня было такое... И я выдышала буквально ребенка. Для этого нужна была определенная атмосфера, определенная подготовка, поэтому я попросила, чтобы они закрыли шторы, у меня была полная темнота, потому что когда фонариком в глаз тебе светит, так, раскройте, давай, расслабься, давай, и выдай мне этого ребенка, у тебя все сковывается тело, и, конечно, как ты его выжмешь там из себя, поэтому получаются через всякие крики и истерики. И свечки поставила, живые не позволили, такие электрические. Музыку свою мы привезли, поставили. В общем, у нас был полный релакс, такой практически спа, располагающая, спокойная обстановка. Эти акушерки чуть ли не уснули там во время этих родов, потому что сидели где-то там. И в один момент, в общем, родилась у меня прекрасная София. И первое, что сказали эти прекрасные акушерки, они сказали: а ты где научилась таким? Это ты проходила какой-то, наверное, курс гипнородов, да? Девочки, если что, я могу сама вам дать курс гипнородов, так что записываемся. Немножко впечатление вот такое приятное о родах подпортило как раз вот это время ковид, то, что муж не смог остаться, я осталась одна на съедение уже не очень приятных акушерок. Некоторые ночью были не так прекрасны. Со мной пришла через многие неприятные ситуации, и в тот момент это, конечно, был первый опыт. Я одна, без мужа, не знаю, мне было тяжело. И
в один из последних дней, на 6-й день, я была в какой-то уже истерике, потому что я не спала буквально от слова ничего. Там 20 минут даже, наверное, не спала последовательных, максимум, наверное, 10 минут. Это было ужасно. И в общем, да, этот опыт мне не очень понравился. Если что, это, я скажу честно, это был St. Peter's Hospital. На самом деле, не очень хороший у этой клиники отзыв. Она просто была ближайшая, поэтому и мне сказали, что там самое новое оборудование и все такое. И я решила, новое оборудование, надо идти туда рожать. Хотя зачем мне новое оборудование, если я все как бы натурально, но если вдруг что не так пойдет, да. Второй опыт родов. Даже в первый раз мне очень хотелось рожать в воде. Мне казалось, что поскольку я обожаю ванны, я думала, что у меня сейчас тело так расслабится, и я сейчас как быстренько рожу, и все мы счастливо поедем домой. Но не тут-то было. Схватки у меня начались, когда мы монтировали еще кровать из Икеи какую-то, и тут я уже понимаю, что у меня же там каждые 6 минут. Вот я думаю, так, каждые 6 минут, все, наверное, уже пора ехать. Я уже, конечно, уже более собрана. Понимаю, что все равно ребенок вот так вот не выскочит все-таки. Ну вот мы домонтировали эту кровать, вышли спокойно из дома. А тут я поняла, я вспомнила опыт первых родов. Вечером кормить меня максимум каким-нибудь бутербродом мне дадут, а мне хочется нормальной итальянской пасты. И тут рядом с домом мы проезжаем мой любимый ресторанчик, пиццерия. И я говорю, так, муж, останавливай машину, сейчас идем мы поужинаем, а потом поедем рожать. Говорю, ты уверена, ты уверена? Я, сейчас, подожди. Я уверена, так, бежим. И вот мы заходим в это кафе, говорим, можете быстренько дать нам столик. И в этот момент опять у меня схватка. Если вы помните, у меня каждых 6 минут схватка. И тут начинается схватка. Очередной И официант говорит, а она в порядке? Он говорит, да, она просто немного не очень себя чувствует. И тут официант, вот знаете, это вот самый классный прием, потому что в этот раз нас обслуживали быстрее молнии, быстрее всех на свете. Нам тут же быстренько столик, самый классный, самый лучший, меню за секунду раз. Официант у меня спрашивает, я быстренько говорю, так, вот мне вот это вот там пенне или что-то там. И опять у меня приступ, все вокруг, значит, он меня смотрит. Он настолько был перепуган, что я сейчас рожу у них в ресторане, и что делать с ребенком. В общем, эту пасту мне принесли за 5 минут буквально. У меня схватки продолжаются, каждые 6 минут. Сумасшедшая женщина все думает, но я хочу пасту, извините меня, потому что я знаю, потом я там буду в НХС, вот что мне вот этот вот сухой бутерброд с сыром. Извините. Я хотела пасту, и я ее съела. И это была самая вкусная паста в моей жизни. Также быстренько мы рассчитались, мы не ждали этот счет, он прям молнией здесь вот ваш счет, все. И все, мы поехали дальше в больницу. Сразу спойлер, все нормально. Доехали до больницы, еще у меня было время полежать в этом бассейне полухолодном. Поскольку я даже в первый раз хотела рожать в бассейне, в воде, потому что она меня расслабляет, потому что я обожаю ванны. И я так думала, сейчас вот в тепленькой водичке, сейчас я быстренько рожу, и мы все счастливо поедем домой. И в этот раз я не буду неделю сидеть там в заперти. Поскольку София у меня решила родиться немножко пораньше, мне не разрешили рожать в воде, поэтому были просто гипнороды. В этот раз я решила поменять больницу, и я этому очень рада. 3-й роды у меня тоже прошли там, если что, если кому-то пригодится. Royal Surrey Hospital. Хорошая больница, да. Больше всего мне понравилось, что у них есть кафешка на 1-м этаже и магазинчики. Если ты там вдруг надолго застрял, есть где потусоваться и выпить капучино. Хотя, конечно же, мы все понимаем, что это не самая главная больница. 2-е роды прошли в бассейне. Это распространено, кстати, практически все больницы, я не знаю, все или нет, но все в окружении у нас, везде есть эти бассейны. Если ты хочешь рожать в воде, то это происходит, пожалуйста. Это называется birth center, да, это как раз вот где я рожала. Это при больнице находится, иногда не отдельно, а в моем случае это при больнице, если что, просто нужно будет подняться на какие-то там 2-3 этаж, и тогда даже врач может прийти и все необходимое будет, чтобы спасти тебя и твоего ребенка. В этот раз мне досталась только одна акушерка, такая полусонная. Она вообще даже bless you, по-моему, не говорила. Она просто думала, когда уже закончится у меня смена. Залезла я в эту воду, и, если честно, я люблю воду теплую, комнатной температуры, то есть ты должен себя чувствовать расслабленно, да, как я понимаю. Но, если честно, у меня этот опыт не сложился таким образом, как бы мне хотелось, потому что мне было прохладно. Я просила ее, чтобы она потеплее воду сделала, она сказала, не положено. Не знаю, мне кажется, она так быстро остывает, эта вода. Процесс подготовки всего происходил в воде, но в итоге я сказала, нафиг ваш бассейн, я вышла из этой воды и рожала так. Опять гипнороды, вернулись к истокам. Но в этот раз у меня ребеночек был побольше, она выждала все свои нужные недели. И тут я чуть ли не офигела от боли и подумала, так,
Сначала я подумала, никогда больше в жизни, а потом подумала, если когда-нибудь еще раз в жизни, то надо попробовать все-таки с эпидуралкой. Так, собственно говоря, я и сделала в 3-й раз. Друзья, мне кажется, что видео получается уже очень долгим. Если вам интересно узнать о родах двойняшек, это отдельный такой экспириенс, я думаю, что мы можем посвятить этому отдельное видео, так что подписывайтесь, ставьте лайк, пожалуйста. И увидимся в следующем видео, где я вам расскажу, как прошли роды двойняшек.